Привет, друзья! Хочу вам сегодня представить моего друга из Украины, Давид Волынский. Он является студентом Международной миссионерской школы Присып в Республике Молдова. Давид, приветствую тебя. Приветствую вас, приветствую, Виталий. Давид является студентом на факультете тайквондо, и Давид руководит группой по тайквондо вместе с изучением Библии. И, Давид, я хотел бы тебя спросить, как происходит сейчас твое служение вот в этом нелегком контексте войны в Украине? Я нахожусь и живу в городе Каменское, это Днепропетровская область, это центр Украины. Наша область граничит с тем регионом, там, где сейчас идет война. И как проходит служение? Сейчас веду две основных группы. Это около 10 детей возрастом 10 лет. И старшая группа, там 2 человека, подросток и мой старший брат. И вот мы изучаем со старшими освобождение от страха. Очень-очень красивый и классный курс. А с детьми мы изучаем, как использовать цифровые технологии. Вот. Ну, И вот сейчас в этом контексте, новом контексте, что изменилось? я пытался добиться, чтобы мне дали зал, но в школах и в спортивных секциях не дают зал из-за безопасности или по другим причинам. И поэтому один брат с церкви, он дал мне помещение. Но что заметил, что поменялось, это то, что сейчас дети никуда не будут уезжать, впереди лето, они не будут никуда ехать отдыхать. И родители очень открыты, они хотят, чтобы их дети были где-то. И очень, вот что я заметил, это вот люди очень открыты. Вот в контексте вот этих всех событий последних. То есть, получается, ну вот народ, который живет в вашем регионе, он не выезжает сейчас, но как бы он остается на месте и ну, направлен на то, чтобы дети они занимались в спортивных группах. Ну, очень много людей выехало, и вот в нашей церкви есть семьи, которые выехали, и те, кто остались, те очень хотят, чтобы были задействованы дети, и вот и тренируются. А как далеко от вас вот фронт, от твоего города? Каменское километров, если в среднем брать, извини, что не буду врать, это около 300 километров. 300 километров и уже, но скажу вам, что и бывают, и у нас ракеты летают, их видно даже, истребители пролетают, гул такой. Вот недавно я писал даже там письмо Василию Филату, и было 12 раз была объявлена воздушная тревога. Заканчивалась и включалась. Поэтому Вот, Давид, как изменился ты как служитель? Как изменила, другими словами, тебя война? Вот какие, может, уроки для жизни ты усвоил? Вообще, что происходит внутри тебя вот в течение этих 3 месяцев? да, действительно, уже 3 месяца идет война, и то, что я понял и ощутил, это то, что твоя жизнь может закончиться в любой момент. Просто все, ты можешь погибнуть, я не знаю, все что угодно, но ты можешь уже, все, ты можешь погибнуть. И был такой период, что ничего не хотелось сделать, абсолютно, потому что на отмазки там, то, что зачем что-то начинать, если все оно может быстро закончиться, зачем, и действительно такой был период. А как изменился, это, скорее всего, то, что Бог дает такое уникальное время, что люди открыты, и как сильно я буду жалеть, если я не буду его использовать. Пройдет время, и я буду очень сильно жалеть, что не буду использовать. Поэтому вот так. Что тебе помогает вот держаться в этих трудностях и не отпускать руки? Ну вот ты прошел этот этап, у тебя ну, была вот эта, может, какая-то апатия, но вот что тебя держит в руках сейчас? Очень часто вспоминаю, когда я учился в миссионерской школе, и там каждый делился своим служением.
И я вспоминаю, как братья делились, где они, вот именно по тэквондо они организовали группы, что просто ковер, бетон, и все, и там тренируются. И как у вас есть брат Ион и Леску, я видео снимаю, там, где даже в зале жабы прыгают. И я думаю, если в вот таких условиях они тренируют и ведут служение, то и вот это и мне помогает. Они мотивируют такие люди. И, как я сказал, что мне помогает, так это то, что как я буду в будущем жалеть о том, если я сейчас не буду использовать это время. Поэтому вот это и мотивирует Ну, продолжать. с другой стороны, ты являешься мотивацией. Вы, те, которые сейчас служите в это абсолютно нелегкое время для Украины, и это как-то сказывается и сейчас и на нашей стране. Когда вы мотивировались допустим, ИОН, да, то я думаю, что ребята отсюда, которые ведут служение среди молодежи, ну, у нас как-никак мирное время, и смотря на ваш пример, это очень вдохновляет. Служители, обычные люди проходят сейчас очень тяжелое время на Украине. В этом году ты не можешь приехать в Молдову из-за ограничений, я так понимаю, да? Ну, там сейчас, возможно, сделают это для спортсменов и для каких-то еще категорий, что на какой-то период можно. Но это все сейчас под вопросом. То пока неизвестно, просто неизвестно, что будет. Ну, хочешь приехать в этом году в школу? Я очень, очень хочу приехать. Очень хочу. Да, как ты хотел бы, чтобы мы молились вот здесь, в Молдове, чтобы мы молились за ваш народ, за тебя лично, за твое служение? Я скажу еще, можно, то, что действительно, когда вот с нашего города очень много погибло парней молодых, которые даже чуть-чуть старше меня. Буквально недавно, пару месяцев назад мы хоронили парня, он учился на 2 класса старше меня. И очень много таких случаев, и оно действительно и грустно, и печально, когда все так происходит. И как молиться бы я хотел, чтобы вы молились, это чтобы вот эти все ситуации, вот эти все обстоятельства, они не влияли на качество служения, чтобы действительно Бог давал и желание, и возможность продолжать служение. И, конечно же, очень огромное мое желание, чтобы поскорее бы этот ужас весь закончился, чтобы война она не пришла в наш регион. Поэтому вот такое желание. Да, и мы молимся за то, чтобы война остановилась. В каждый день и в семье, и в церквях мы молимся за ваш народ. По мере возможности служим народу Украины здесь, в Молдове, нашим друзьям, беженцам из Украины. И желаем, чтобы Господь укрепил вас, укреплял ваше служение, чтобы держал ваши руки крепко. И чтобы вы знали, что здесь, в Молдове, люди думают о вас, молятся и переживают, чтобы это все однажды закончилось. Пусть Бог тебя благословит, Давид. Спасибо тебе за твое время. Спасибо вам, рад был вас видеть. Спасибо.